Всем привет! Выдался вот такой неожиданно зимний денек. Решил полетать, и сегодня полетаем вот на этом крыле Airwing Pro. Летать будем, так сказать, в стиле пилотажа, не более того, визуально. Вот, прошлый полет и позапрошлый полет и позапрошлый полет закончились падением. Никак не мог понять причину. Сначала думал, что приемник, причина в приемнике. Заменил приемник вот на Jumper R8 приемник. Вот, но неожиданно для меня оказалось, что я сам накрутил, надурил полетник. Полетник здесь стоит A3 Pro. Вот, а у меня есть еще один полетник A3 Pro V2 называется. И внешне они абсолютно похожие. Вот, но настройки у них отличаются. А я этот полетник настраивал как A3 Pro V2. Вот, там функции 10 настроек, а в этом 7. Я никак не мог понять, почему у меня меню, так сказать, на 8, 9, 10 настройку не переключается. Думал, что может быть там бракованный какой-то. Оказалось, что это моя невнимательность, которая привела к 3 падениям. А последний полет крыло улетело вон на те деревья. То есть пришлось туда лазить на дерево, доставать. Вот, но если я все правильно понимаю, то сейчас все должно быть хорошо. Подключаемся. Закрываемся. Проверяем рули. Проверяем работу стабилизатора. Запуск двигателя. Все в порядке. Тогда на взлет. Так, крыло я люблю запускать с руки. Вот таким образом. Вот таким вот движением. Я уже привык так запускать. Ну, сейчас поднимем рули, поднимем. Триммер поднял во взлетное положение, чтобы сразу самолет набирал высоту. Так. Ну что ж, полетели. Ну что ж, пока уверенно летит. Триммер по центру. Так, триммер обратно поставил. Телеметрия потеряна. Вот это вот опасное предупреждение. Так, давайте сейчас сядем. Немножко я хочу перенастроить стабилизатор. Телеметрия восстановлена. Ну, Телеметрия потеряна. вот это вот Нормально. не знаю, почему он теряет связь постоянно. Вот, для меня это загадка.
Я сейчас немножко подрегулирую Телеметрия восстановлена. стабилизатор, потому что очень чувствительный. Чуть-чуть надо чувствительность убавить. И еще раз взлетим. Сейчас немножко прервемся. И потом продолжим. Так, ну немножко подкрутил. Чувствительность вот здесь регулируется вот этими винтиками. Давайте еще раз попробуем взлететь. Так. Закрыл. Элевоны на взлет. И на взлет. Ветер такой, то есть, то нет. Двигатели запущены. Ну, не знаю. Давайте поглядим, что получится. Ну, взлетает легко, как видите. Управляется неплохо пока. Вот и все. Нет, что-то у меня с этим самолетом не ладится, у меня что-то с ним. Не так, не этак, не ладится. Что-то только начинаю там что-то попилотировать пожестче и как отказ управления происходит. И потом падение. Ну, в этот раз падение, судя по всему, нехорошее получилось. Такое прям пике. Прям пике. Жаль. Наверное, мне надо с ним как-то заканчивать полеты. Что-то не пошло. Еще попробуй найди. Ну, не летит оно в моих руках. А ну вот тут, видите, итог, так сказать, моей деятельности. Катастрофический, можно сказать. Оторвал крыло, оторвал мотор. Ну и так еще самолет я не ронял. Это, конечно, фиаско. Да. Да. Все. Как прям это. Настоящее крушение такое. Ну что-то опять отказ управления произошел. Опять. Вот. Удар носом. Удар носом. И дальше разобрался на запчасти самолета. Часть винта. Крыша себя. Так что летчик из меня никудышний. Судя по всему,
замечательно. Ну, конечно, это я иронизирую, ничего хорошего. Можно сказать, что долетался. Летал и долетался. А вот здесь груз был закреплен, вот тут. Но я его не вижу. Сейчас. Еще раз посмотрю. Ну да, ну конечно, такой пике. Что тут может живого остаться от самолета? Ясное дело. Да. Ну, не судьба, значит. Не судьба. В моих руках. Для него не судьба. Ну, не все я нахожу, что хотелось бы. Вот спереди там груз был закреплен. Я его не вижу. Куда его унесло? Вот касание тут было. Так что, друзья, ругайте меня. Ну вот оно что-то вот не пошло, оно и не пошло. То есть, наверное, надо мне, было остановиться. Вот, потому что, ну, 3 предыдущих полета все, так сказать, с крашами произошли. Вот, но мне думалось, что я наконец-то все, так сказать, устранил все причины. Но оказалось, что нет. Какая-то военная машина едет. Так что вот такие дела. Ну, на этом полет закончен. Всем до новых встреч, до свидания.